Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин с сайта AliExpress. Но это все еще покупала до повышения цен. Я, конечно, каждый день захожу на сайт AliExpress и мониторю цены, сравниваю. И обратила внимание, что уже многие поставщики стали снижать свои цены. И это хорошо. Прогресс идет в лучшую сторону. И начну я, наверное, с бусин. Очень интересные, как вы видите, у меня цвета. Я всегда стараюсь выбирать камни необычные и необычные цвета, так как мне хочется что-то новенькое. И вот посмотрите, какие бусинки. Интересные, очень понравились. Матовые, такой фиолетовый цвет с вкраплениями белого. Написано у продавца, что это нефрит. Ну, как всегда, мы не можем проверить, естественно, бусины и верим продавцам, что это нефрит. Интересные бусинки, 10 миллиметров выбрала. Понравились очень даже. Цвет интересный. Вот такие бусинки. Тоже интересные. И первый раз я такие вижу и держу вообще в руках. Написано, что это красный сугелит бусины. И я почитала про сугелит в Википедии, что такие камни обладают богатой палитрой оттенков и являются редким. Ну, и добываются они лишь в нескольких странах. Ну, вот интересный оттенок, конечно, у этих камней. Есть желтые, есть, когда вот двигаются камни, переливаются, и такой, как хамелеон, оттенок. Здесь проглядываются такие вкрапления интересные. Вот такой фуксия цвет, когда двигаются. Интересный перелив идет у бусин. Посмотрите, вот такие вот оттенки. Камни достаточно тяжелые. Ну вот и не знаю, натуральный сугелит это или нет. Неизвестно. Проверять я, конечно же, не буду. Но очень интересный цвет. Необычный. Ну, понравились. Интересные бусины. Можно придумать, каким цветом его подружить. Я думаю, что-нибудь придумаю с этими бусинками. Так, следующие бусинки это тоже матовый цвет. Голубой цвет и бусинки матовые. Понравился мне такой цвет. Он необычный и серо-голубой примерно. Вот не яркий голубой цвет. Вот, например, я возьму бусинку. Вот такого цвета. Посмотрите, как отличается по цвету. Написано, что это нефрит, халцедон. И пойми, что это. Халцедон или нефрит. Ну, тут вкрапления белые есть. Не однотонные такие. Но цвет тоже необычный. Можно с какими-нибудь бусинками их сочетать, я думаю. Красивые. Следующие бусинки. Посмотрите, какая красота. Какой цвет. Фиолетовый красивый, да? Написано ангелит, халцедон, нефрит у продавца. И догадайтесь сами, что это за камень. Но очень похож на аметист. Посмотрите, какие красивые. Понравились мне такие бусинки. Ну, скорее всего, или халцедон, или нефрит тонированные.
Красивые. Все бусинки у меня 10 миллиметров. Можно даже и с аметистом, я думаю, проставить такие бусинки. Следующие бусинки это уже перламутровые бусинки. Были разные оттенки, я выбрала именно такой оттенок. Бусинки 6-7 миллиметров и, как написано, 189 бусин на ниточке. Есть неровные бусинки. Конечно, я такие проставлять не буду. Здесь вот такая даже бусинка. И есть бусинки, где отверстие идет не по центру. Конечно, я такую бусинку не выброшу. Я ее могу пришить, например, где-нибудь в брошку. А я буду использовать бусинки фрагментами. Примерно вот такими. Что-нибудь в летнем или морском стиле. Есть, конечно, здесь некрасивые бусинки. И такой бледно-желтый цвет. И вот такие бусинки. Нежный такой лавандовый цвет или сиреневый. Такой летний вариант сделать бусиков. Красивые, да? Посмотрите, какие. Нежные. Все бусинки красивые и будут красивые такие же украшения. Смотрите, какая красота. Ну и теперь посмотрим фурнитуру. Я заказывала в магазине Жукова вот такие швензы. Знаете, мне очень понравились. Интересная форма. Они не тоненькие, но вот такие, примерно 6 миллиметров. Вот такие красивые швензы. Посмотрите. И качество хорошее, мне понравилось. Взяла 3 цвета, посмотреть, что это такое. И хорошо здесь петелька спрятана. И ее не видно, когда вот так висит сережка. Золото, хороший цвет, не лимонное. И черный цвет тоже красивый. Посмотрите, какие. Вот такая форма интересная. И сейчас они недорого стоят. Я обратила внимание, что или уже опустились цены, или он поднимал не так высоко, как некоторые на швензы задрали цены. И еще несколько позиций купила в этом магазине. Вот такие бусинки 6 миллиметров в стразиках все. Именно 2 взяла для сережек, чтобы поставить с черными швензами. И всегда выбираю в этом магазине вот такие бейлы. Как заканчиваются, я всегда подкупаю. Черные у меня закончились почти. По-моему, один остался. Еще один прикупила. Очень красивые бейлы. В разных цветах они есть. Ну, многие, наверное, уже знают про такие бейлы. И швензы черного цвета. Были и золотые такие, и серебряные. Я уже такие покупала. Красиво смотрятся в сережках. И здесь вот где петелька, посмотрите, тоже стразик. Вот так выполнено. Петелька раскрывается. Но застежки, как всегда, у Жукова не очень хорошо раскрываются. Надо корректировать немного, если плохо
раскрывается, можно гвоздик или вниз, или вверх пальчиком отодвинуть, чтобы закрывалась. У меня одна плохо закрывалась, и я немножко подкорректировала, и теперь хорошо работают. Очень красивые. Я делала серьги именно с такими черными швензами. Красиво получилось. Вот можно сюда, к этим швензам, подвесить вот эти шарики, вот эти бусинки. Так, и вот такую деталь. Я давно наблюдала за этой деталью и решила ее купить, посмотреть, что это такое. Пока взяла одну, и она мне очень понравилась. Конечно, у меня возникли идеи сразу интересные. Это для бус двухрядных, небольшого диаметра должны бусины. Здесь не станут 10 миллиметров. Ну, наверное, 8, я думаю, 2 бусинки здесь и станут. Посмотрите. Здесь вот такая петелька. Это на окончании идет. Здесь уже, если вторая будет, ставим застежку в эти отверстия, а сюда крепим двухрядное украшение. Как видите, здесь есть палочка, за которую прикрепить можно тросик. Здесь он проходит, цепляемся, проводим тросик и здесь выводим. Но у меня уже возникла идея, как можно сделать украшение с такой деталькой. Здесь делаем двухрядное украшение, то есть бусики. А сюда я хочу провести другой ряд, например, да, вот так. Большие бусинки можно поставить, а здесь маленькие 2 ряда. И будет здесь свисать, как кисточка, бусинки. И вот так можно прикрепить, украшение сделать. Как вам такая идея? Интересная? Вот пока она у меня одна такая деталька, я и сделаю, наверное, такое украшение. Сделать напишите. Надо подобрать бусинки, конечно, теперь здесь одного диаметра и здесь другого, чтобы по цвету еще подобрать надо. Вот такая, она маленькая деталька. Здесь стразики есть с 2 сторон. Хорошо, что с 2 сторон. Вот такая интересная деталь. Не знаю, как ее даже назвать. Напишите, кто-нибудь обращал внимание на такую или покупал? Именно у Жукова такая в магазине есть деталька. Следующее это вот такие застежки-магнитики. 4 в комплекте они продавались. Там можно выбрать и одного цвета или микс. Это магнитики, рукопожатия, посмотрите. Какая красота. Как я понимаю, что это застежка. Или на браслет поставить, или на бусы. Но я думаю, что магнит не такой крепкий, как хотелось бы. Вот если будут тяжелые бусины, и может раскрыться магнит. Но надо сделать браслет, наверное, и посмотреть, будет он держать или нет. И что еще мне пришло в голову? Я взяла магнит, вот такой шарик золотого цвета. Так, тогда отодвигаем серебряные, возьмем золотые ручки. Можно на серьгу подвесить, на швензу, вот такую ручку. И на эту нижнюю подвесить бусинки или что-нибудь интересное, что вам нравится, да? Можно снимать и носить просто ручку на швензе. Или можно прикрепить, вот этот у меня магнит очень плотный. Он хорошо притягивает, посмотрите сзади. И к этому магниту можно подвесить тоже интересную подвеску. Тоже у кого какая фантазия. И здесь швенза, здесь подвеска на ручке. Ее не видно сзади магнита, крепление это. И здесь будет подвеска. Можно снять ее. Вот она крепкая, это. Вот эта застежка у меня. А вот здесь вот маленькие магнитики, как вы видите. И можно вот так носить. Здесь другая подвеска. Можно менять. Например, поменяли другую подвеску. Вот такая у меня идея пришла в голову. Не знаю. Возможно и так сделать, правда? Тоже будет необычно что-то.
Вот такие вот магнитики. Нужно попробовать сделать браслет и не тяжелые камни поставить, что-нибудь легенькое. Может быть, и будет держать. Такую застежку впереди можно поставить, как украшение. И цвет золота очень приятный. Вот такая идея ко мне пришла. Ну, не знаю. Это надо пробовать, делать и смотреть, как оно будет выглядеть уже в изделии. Следующее. Это вот такие детальки, комплектующие для создания сережек. Я купила сразу 3 комплекта. В комплекте идет по 6 штук. Вот идет пусета. Жемчужина здесь искусственная. И матовое такое, цвет золота матовое. Интересный цвет. Посмотрите, какая пусета. Здесь крепится другая деталька. И третья. И можно сделать сразу серьги. Я сейчас покажу. Вот я уже и сделала. Взяла жемчужинку искусственную. Очень красивые бусинки я получала. Хорошего качества. Такие капельки. И собрала вот такую сережку. Колечки я поставила позолоченные, которые я покупала 3,5 миллиметра. И посмотрите, как красиво смотрится такая сережка. 6 деталек идет. Это получается у нас 3 пары сережек. Я посчитала, сколько это все стоит. Около 600 рублей примерно весь набор. И 3 пары сережек 600 рублей. Это, по-моему, очень хорошая цена, выгодная. Посмотрите, зато какая красота получается. И поставила вот такие заглушки. Тоже покупала как-то давно. И вот такие сережки у меня получились интересные. Вот такая красота получается. Я думаю, это недорого. Это карабинчики хорошего качества, позолоченные. Очень мне нравится эта форма, поэтому я такие серебряные покупала. И решилась в золоте взять. Посмотрите, какая красота. Мне так нравится эта форма застежки. Карабин вообще шикарный. И так хорошо работает. И сейчас подорожало, не помню насколько, но, по-моему, около 600 рублей стоит 10 штук. И если посчитать, один карабинчик стоит 60 рублей. Я думаю, это отличная цена. Не так уж и дорого, как мы думаем. Ну, а покупала я около 400, по-моему, рублей. Примерно. Не помню уже. Примерно 400 с чем-то. Ну, вот такие красивые у меня в серебре и хорошо смотрятся в украшении. Форма изящная и такая современная, и как ювелирное изделие выглядит. Очень нравятся мне они. Вот такой у меня сегодня был интересный обзор. На мой взгляд, все мне понравилось. Все интересное, красивое. Бусинки интересные. Мне интересно тоже ваше мнение. Напишите, буду ждать комментариев. Все ссылки, конечно, я оставлю под видео. Ну, а вам уже решать, что вам нравится, что нет. Если вам понравилось мое видео, поставьте мне лайки, мне будет очень приятно. Ну и подписывайтесь на канал, много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!